Ту-ду-ту-ту. Всем привет. Так, сейчас немножечко настрою тут. Ту-ту. Должно рубить. Ту-ду-ту-ту. Всем привет. Так. Сейчас немножечко настрою тут. Ту-ту. Должно рубить. Ту-ду-ту-ту. Всем привет. Ага. Воды. Так. Добрый вечер, друзья. Я никогда не играл в эту игру, называется она Singularity. И я решил ее пройти. Поэтому давайте посмотрим, что я играл в TimeShift, честно. А вот в Singularity никак не получалось поиграть. Поэтому проверим сейчас настроечки. Все ли работает. Изображение. Так. Выбор игры. Начало новой игры. Ну, раз уж я сегодня спаял себе мышку, можно сделать высокий уровень сложности. 1945 год. Советский Союз продолжает наращивать политическое влияние и военную мощь. Советский Союз остается сверхдержавой, влияющей на мировую обстановку. Но только Соединенные Штаты обладали атомным оружием. Роман заявил, что мы должны развивать ядерные технологии. Флаги свободы поднимаются по всему миру. Превосходство Америки обещало быть недолгим, поскольку у Сталина уже был в работе ответный план. Во время поисков урана на маленьком острове у юго-восточного побережья СССР советские инженеры открыли Е-99 – беспрецедентно мощный источник энергии. Разглядев в этом ключ к мировому господству, Сталин бросил все силы на изучение возможностей нового вещества. Задачу поручили Виктору Барисову, создавшему на острове научный центр «Каторга-12». За выдающиеся научные достижения он получил орден Ленина. Никита Хрущев, сменивший Сталина, потребовал ускорить программу и вынудил Барисова приступить к испытаниям. Е-99 оказался мощным, но чрезвычайно нестабильным источником энергии. В катастрофе не выжил никто. Москва похоронила Каторгу-12 и все, что с ней связано. Ни хрена себе. Какая 2010 год. Американский спутник-шпион зафиксировал выброс радиации в этом районе. Опасаясь повторения Чернобыльской катастрофы и встревоженный молчанием Москвы, Пентагон отправляет разведгруппу в зону Каторги-12. Воздушное пространство России. Действуйте осторожно. Вас понял, Титан-1. Следуй точно по курсу. До цели 3 минуты. Они наши
раз Гранко послали нас под угрозой на международного утро. скандала. Разведка утверждает, что тут лет 50 как никого. Но мы-то знаем, какая у нас военная разведка. Надо быть готовыми ко всему. Спарта, сохраняйте скорость и направление. Вас понял, капитан. Черт! Ты это видел? Чего видел-то? Спарта 2-1, Спарта 2-1. Мы засекли в вашем районе выброс радиации. Черт! Это Эми! Здравствуй, 2010 год. Здравствуй. Вот он ты какой был, да? О, чё такая? Чувствительная мышка. Мышь прям улетает куда-то. Так. Уже лучше, наверное, должно быть. Не, много лучше. Так. Бежать. Надо бежать. Понятно. Бежать не сюда. Стимуляторы. Окей. Это Девлин 4-1. Нас сбили. Твою мать, повторяю, нас сбили. Титан-1 на связи. Капитан, доложите обстановку. Я был в отключке, вертушка сбита. Нас разбросало, пока не знаю, скольких мы потеряли. Прием! Судя по спутнику, вы в 30 километрах к югу от радиовышки. Капитан, ведите отряд туда, мы вас вытащим. Так точно, сэр. Группа «Спарта», если слышите, переключите рации на частоту 3. Встречаемся в точке сбора. Так, а что случилось? Нас подбили? Нормас. Блин, я выбрал сложный уровень сложности. Записка. Мы понимаем, что у вновь прибывших всегда есть вопросы, но у нас мало времени. Прибывающих граждан следует спрашивать в установленном порядке, не отвлекаясь на постоянные разговоры. А после заполнения формы немедленно направить на следующий пост. Херня, короче, не записка. Приток новых ученых и инженеров в каторгу-12. Е-99 – ценный минерал, чьи залежи обнаружены только на территории каторги-12 в шахте глубиной более километра. Если бы доктор Демичев не погиб при пожаре. Столько выбора, вообще интересно. Интересно сделано. Джозеф Сталин. Ну да, он. Вроде он. Ти-ти-ти. Так, вот ничего нельзя взять? Добро пожаловать! На территории деревни расположена пристань, куда прибывают новые сотрудники каторги-12. Здесь находятся дома местных жителей и школа, следующая лучшим традициям советского образования. По окончании строительства в башне разместится реактор Барисова. Это мощное устройство. Так, сорян, сейчас я сделаю нормально, чтобы было изображение. Для создания сингулярности, определяющего события, которое обеспечит СССР неограниченным запасом безопасной и чистой энергии.
железная дорога, да ладно, а что еще можно тут кататься на... Железная дорога служит для транспортировки оборудования и материалов по территории острова. Она же является основным способом перевозки руды, содержащей Е-99. Ленинков катастрофа. Угроза, исходящая с запада, не ослабевает. Здесь, на уединенном острове в Каторге-12, мы ищем способ остановить эту угрозу. Работа, которую мы здесь проводим, изменит мир и спасет нас от тех, кто желает нам зла. Советские ученые нашли венец всех наших надежд и мечтаний. Элемент Е-99. Е-99 – редкий элемент, обнаруженный только на этом острове. В Каторге-12 у вас есть много возможностей помочь своей стране. Ваша семья будет жить в достатке на острове. Ваши дети будут ходить в школу, где они получат лучшее образование в СССР. Научные исследования – одно из основных направлений на острове. Они охватывают сельское хозяйство, промышленность, медицину и армию. Переработка Е-99 – важная функция острова. Из Е-99 мы создаем металл, газ и другие материалы для повседневного применения. Усиленный армейский контингент обеспечивает безопасность Каторги-12. Неутомимые труженики – опора острова и гордость нашей страны. От железной дороги до порта каждый рабочий старается на благо Родины. Ваш самоотверженный труд позволит нам добиться главной цели, которую мы преследуем в Каторге-12. Мы должны сплотиться перед лицом западной агрессии. О, нормально, отлично, классно. Пропаганда. Все это пропаганда. Если вы каким-то чудом уцелели и слышите меня, встречаемся у радиовышки, которую вы видели на подлете. Оттуда нас эвакуируют. Шевелитесь, вперед! Нажмите мышь 3. А, это понял. У меня просто 3 мышки. На помощь! Скорее! Господи, вытащите меня отсюда! Бегу, бегу. Бегу. Где ты? Где ты? Только одна дверь. Что происходит, мать? Я так классно встал еще. Так, мне нужно спрыгнуть или... А, я понял. Доктор Демичев! Так, что за... Да что класс? Давай, иди сюда. Красный галстук. Не, ну графон вообще топ. Не смогу идти. Вам придется помочь. Так, а куда? Понятно, понятно. Хорошо. А до этого нельзя было прыгать. Ректор, постой! Демичева нельзя! Блин, да не могут так гореть здесь. Всего святого! Умоляю! Выпустите меня! О. Понятно. О, мы сможем еще раз прочитать, что здесь написано. Если что, это уже не я. Демичев, Без рук, что без рук. случилось? Что ты натворил? Что я натворил? Ничего. Я чуть не погиб. Мне повезло, что он меня спас. Это же это, Спайдермена, который босс. Когда он фотографом работал. Ура! Класс. Вот это миссия.
Сложно? Миссия 2. Собираем технологии, чтобы использовать улучшения. Все понятно. Будьте тихи. Опа, опа. Ништячки. Нормально. Можно открывать контейнеры, это уже интересно. Не знаю, сколько времени у меня есть, поэтому буду краток. 2 часа назад сингулярность взорвалась, погибли сотни людей. Радиация усиливается и вызывает... Она превращает людей в жутких тварей, которые питаются человеческой плотью. Надо уходить, пока они не нашли меня. Понял. Титан-1! Прием! Вашу мать, ответьте кто-нибудь! Ответьте и скажите, что у нас все тут малость не в норме, потому что я сейчас точно рехнусь! Похоже, у меня крыша едет. Я уверен, вашу мать. Так, ладно, без паники. Следовать приказу, продолжать движение к радиовышке. Ваш сын очень плохо себя ведет. Он передразнивает меня в присутствии учеников и носит головной убор на уроках. Какой гад, а? Прям как я. Такое поведение недопустимо, если я не будет вести себя прилично, придется исключить его из школы или принять серьезные меры. Козлов, ну ты ж Козлов, блин. Все понятно. Каруселька. Мани. Где Мани? Маша вернулась из лаборатории и сказала, что неважно себя чувствует после контакта с раствором Е99. Я врезался сказать врачу, она сказала, думал, все само пройдет, все ухудшилось. Что же стало с Машей? Прямо страшно. Но на хоррор это не похоже. Читали. Если кто-нибудь найдет эту запись, умоляю. Наши дети прячутся в комнате на верхнем этаже. У них мало пищи и воды. И долго им не продержаться. Прошу вас. Они очень напуганы. Ёпт. Ну да. Похоже, что это хоррор. Доброе утро! Пора навестить друга. Центурион. Револьвер. Короче, десерт игл. Российский. Центурион десерт. Я хочу есть. Дай мне что-нибудь вкусное. Хочешь, мы споем вместе песенку? Ага. Доброе утро! Пора навестить друга. Ты прав. Пойдем навестим. Чё? Какой чудесный день! Пойдем на улицу. Ну пойдем. Нихера себе. Это кто такой вообще? Что-то я не понял. Так, а патроны? Отлично. Аж лечение, значит, да? Ну блин, я ничего не мог сделать, потому что это было задумано игрой. Я типа, окей. На меня прыгнули, ладно.
Если бы это было в реальной жизни, я бы, конечно же, сначала осмотрелся бы, прежде чем вылазить. Так, а я там уже взял патроны, поэтому ни хрена не знаю, что такое. Кто это такие? А что, типа, радиация? Еще одна тема на тему радиации? Какой-то Дигл слабый. Титан-1, если вы меня слышите, я нахожусь в здании, похожем на школу. И тут кто-то... Ух, твою мать! На случай, если трансляция лагает, я хочу сказать вам, чтобы вы шли на Twitch. У меня идет мультистрим. Ну как-то так. Так, тут у нас ничего. Все тихо. Воспоминания. Почему мы видим воспоминания? Вот это у нас... Почему я не могу... Ох, советы доктора 99. Здравствуйте, дети, обязательно мойте руки после уборной. Все верно. Короче, что-то это похоже на... Помогите! Сначала завыли сирены, а потом был взрыв. Товарищ Барсукова закричала На и Dead выбежала Space из чем-то это класса. похоже. Она бросила нас здесь, одних. Только в Dead Space... Какого года Dead Space вышел? 9-го? Приказу доктора Демичева мы назначили персональные места в столовой для всех учителей и учеников. Поступило несколько жалоб, но Демичев велел ничего не рассказывать. А мне не нужны проблемы. Лады. Во время учебной тревоги учащиеся должны четко следовать указаниям. Блин, тут реально заблудиться можно. Я понял. Ложка, живи. Так, окей. И куда надо идти? Епт. Прям мурашки по коже. Прикольно. Может, я давно не играл? А, точно, сюда наверх. Доктор Демичев сказал, что прибор, который устанавливают в школе, безопасен. Но я все равно переживаю. Мой друг, который занимается испытаниями на животных, сказал, что Е-99 вызывает мутации клеток. Как они смеют ставить опыты на детях? Короче, здесь все записки про то, что дети уже раньше видели. Дети, немедленно спрячьтесь под стол. Не, ну графон вообще топ. Это вам не GTA.
чего-то у детей. Почему другие стримеры не говорят? Коротко, раз, прочитал про себя. Нужно же, блин, время потянуть. Взял, полностью понял, что там написано, рассказал зрителям. Все. No problem. Сильная рвота. Все. Сильная рвота, отлично. Это наш лучший друг, доктор Е-99. Вот наш ответ растущей угрозе со стороны США. Американцы создали мощное оружие, атомную бомбу, и уже испытали ее на 2 больших городах. Но благодаря недавнему открытию у нас... Ну, понятно, понятно. Мы покорили мощь элемента Е-99. Почему мне во время обеда нельзя сидеть за столом с друзьями? Нас рассаживают по отдельным столам и заставляют есть то, что дают на зарядку. Скорее всего, потому что это все происходило в СССР. Есть все равно не хочу. У меня живот сильно болит уже Думат. несколько дней. Первый на Луне. Почти угадали. Надо было писать не Думат, а Дуит. Сохранение данных. Отлично. Так я же здесь уже был. Тут не могу пройти? Не, не могу. Придется идти через вентиляцию. Произошел новый инцидент, еще ужаснее прежнего. Стоять! Мы должны немедленно Пошел покинуть каторгу 12. Блин, в голову ты можешь попасть? По-моему, этой игрой так задумано, что в голову нельзя попасть. С первого раза убить. О, автомат СССР, классно. О, вот это уже правильно, это уже нормально. Чё? Ага, понятно. Ничего, бывает, 10-й год. Ну это хотя бы не револьвер, потому что была охренеть. Ладно, там похоже на Дигл, как в Сорсе, но в Сорсе он и так. В Сорсе он полгода, короче. Рэнка, ты жив? Я скопытился. Да, помоги мне! Они лезут! Отшаривай! А только дверь держишь? А, Я налево, ты направо. Готов? Раз, два, три. сам стреляй, сам. Не буду экономить патроны. Как же рад я тебя видеть, Рэнк. Не будь тебя, мне бы крышка. Мы должны были прибыть к спасателям еще вчера. Уходим отсюда. Ну пошли. Только ты вроде как оттуда пришел. Так, что интересно? Технологии. технологии. 1
Надо следовать плану. Пойдем к радиовышке, может, там найдем полезное оборудование. Как Добраться до разведка так радиовышки. ложанулась? На заброшенное место это никак не тянет. Каторги 12 — задача каждого из нас. Что-то не так. По идее, мы должны слышать сигнал Титана-1. Идем. Форма не совсем та, что я видел, но это абсолютно точно интересно, русский а можно солдат, заменить? я уверен. Идем. Отлично. Что за хрень? Чё? Быстрее, помоги сдвинуть шкаф. Ой, слабый, да? Ты хоть что-нибудь можешь сам сделать? Молодец. Кошка, живи. Открывай дверь и прикрывай. За мной! Все чисто! Конечно. Так было задумано игрой. Тренка, обходи справа, я пойду слева! Блин, я точно выбрал сложный уровень сложности? Какие-то они дохловатые. Давай, не подожди! По-моему, я спас им от меньшего количества этих, типа, гадов. Он вообще под кого-нибудь там убил? По-моему, не надо было разделяться вообще. Потому что я сейчас могу себя присмотреть. Че, стрелков, куда лучше вообще? Ну, конечно, конечно. Тренко! Хватай мою руку! Грынга, блин. Грынга. За мной! Гренка, хватай мою руку. Да. Максимум, ничего. Черт, заперто! Я буду держать оборону, а ты придумай, как ее открыть! Перезаряжаю оружие! Давай! Да что все? Я же стоял. Что, дурачок, что ли? Перезаряжаю оружие! Я побуду здесь, а ты открой дверь! А вот и радиовышка. Сейчас свяжемся с Титаном-1 и свалим отсюда. Радиовышка, да? Ну, побежали. В смысле, что, прыгать надо, что ли? За мной! Будь начеку. Я добрался до пристани, но все катера уже отчали.
проверь-ка ту будку. Может, там еще есть один выключатель. Проникнуть в сторожевую вышку. И... Что, пробел не помогает забраться, что ли? Ой-ё. Целый квест. Ну ё-моё. Алексей не делится едой. Помирает с голоду. Сидит в тоннеле, смеется над нами. Разделась с Алексеем. Разделились. Крики прекратились. Олег и Сак мертвые. Ну вот и все. Ничего сложного. Я справился на изи просто. Классно написано, конечно. Здоровье. Смотришь здоровье. Все, здоровье, все. Почему они сказали, что это опасно для людей с болезнью? Так, а туда смогу перелезть? Что так не хочется рисковать? Крыша, электричество, патроны. Нам, видимо, туда надо идти, да? Или мы сможем на крышу собраться? Фига. Из чего думал? На крышу не забираюсь. Ну все, выдвигаемся. Следуй за мной. Черт, опять эти твари. Хватай винтовку, надо расчистить путь. Чтобы замедлить время, нажмите левый shift в режим прицеливания. То есть до этого я этого не мог, зато появилась винтовка и все отлично. Нажмите shift, чтобы замедлить время. Замедление времени. Раз, два, три. Метко стреляешь? Пойдем. Зачем нужно было замедлять время? Все равно, по-моему, ничего не слышали. Вертолет! Только не наш! Ложись! Надо в кусты спрятаться, которые не помогут прятаться. Давай, открывай, открывай, открывай. Смотри в оба, нет ли еще где этих тварей. Идем. Наконец-то. Боже, ну прям музей старины. Классно, конечно, что много патронов, но не особо-то это мне помогает. Титан Здоровье 1, написано, Девлин всё. 4-1 на связи, прием. Все здоровье, все. Титан 1, Девлин 4-1 на связи, мы готовы к эвакуации. Все группы подняты по тревоге.
И здесь эфир Ух русский. ты, прикольно. Повторяю, это Девлин 4.1. Так, Они, похоже, глушат наш сигнал. Одна русская речь проходит. Хоть что-нибудь работает на этом проклятом острове? Нет, конечно. Это место забросили почти полвека назад. По крайней мере, все так считали. А ты кто еще такой? Черт, эти парни не слишком дружелюбны. Ужасно паршивый денек выдался. Перезаряжаю оружие! так где ты, блин? Ага. Я смогу убить вертолет? О, куда он идет? Одного патрона хватает, чтобы кончено. Перезаряжаю оружие! Происходит. Перезаряжаю оружие! Давай, напади, что ты? Они вообще в этот раз попали по нам. Ёп, РПГ. Сюда! Сюда! Я понял, понял. Я без рук. Капитан Ренко. Вы капитан Ренко, так ведь? Не удивляйтесь. Фамилия написана на вашей форме. Американцы так дорожат индивидуальностью. У меня Я американец? пара вопросов. Фамилия, звание и номер. Больше ты ничего не получишь, Ванюша. Загляни в справочник по Женевской конвенции. Я на эту бюрократию плюнул много лет назад. Ясно? Мы офицеры армии США. Я хочу поговорить с кем-нибудь из нашего посольства. Боюсь, это невозможно. По целому ряду причин. Посольство сейчас же. Так лучше. Почему вы не постарели за эти 50 лет? Объяснение только одно. МВП. Где он? Ренко, беги! Бросайся к двери! Беги в открытые двери! Да я забежал. Много открытых дверей. Беги! Беги! Да я бегу. Направо! Да я не успел добежать. Меня бы не грохнуло раз Тише! 20. Вниз по лестнице и направо! Ищи открытые двери! Ну ладно, я думаю, меня инсталлировал, потому что я бежал. Налево! Они уже совсем близко! Вниз по лестнице! Быстрее! Даниэль Ренко. Боже, вы здесь. Вау. Все, как передавал Мир Оу 12. май. У вас наверняка масса вопросов, но у нас мало времени. Масса вопросов. У меня очень Сюда, много вопросов. скорее. Его и убейте! Я думаю, мы должны остаться здесь. Подожди. Найти и уничтожить!
Меня зовут Кэтрин. Я состою в организации, известной как Мир Тебя 12. Кэтрин зовут? Вот, это прояснит кое... Говорит Мир 12. Наша цель – донести до человечества правду, которую от него скрывают. В 50-х годах 20 века был создан военно-научный центр «Каторга-12». Правительство и по сей день отрицает этот факт. Это ложь. Мы нашли секретные документы, согласно которым на этой базе занимались изучением минерала Е99. Программу изучения Е99 возглавляли двое ученых. Доктор Виктор Барисов, ведущий специалист по квантовой физике. Ему так и не довелось увидеть плоды своей работы. В Я отчетах знаю, говорится, что он погиб Я во время такой одного из экспериментов. После смерти Барисова программу возглавил этот человек. Он втянул Советский Союз в войну за мировое господство, которую он выиграл благодаря уникальному оружию, разработанному в Каторге-12. Сегодня его знают все. Генеральный секретарь Николай Демичев, председатель мирового правительства. События, благодаря которым Демичев пришел к власти, до сих пор окутаны тайной. Мы нашли записи, в которых говорится, что Демичев – самозванец. И возникает все больше вопросов о Каторге-12. Что дало генеральному секретарю Демичеву такую власть? Что стало причиной катастрофических разрушений и многочисленных жертв? Все ниточки ведут к сооружению на Каторге-12. Сингулярности. Что же такое сингулярность? Судя по дневнику, лишь один человек может ответить на этот вопрос. Капитан Натаниэль Ренко. Наша главная задача – найти капитана Ренко и помочь ему в выполнении его миссии. Мы – Мир 12. Так это же я. Мы говорим людям правду. Это же я, Ренко. Ренко, Один из Ренко. ведущих ученых проекта «Сингулярность» втайне построил убежище. Ты должен найти его. Там есть другой выход. Держи. Двусторонняя рация с навигацией. Ступай! Нет, не уходи. Останься со мной. Не бросай меня. Ты же обещала помочь. Зачем ты так? Нельзя Ренко бросать. Нормально тут. Это свои? Нет, это не свои. Блин, у меня только Дигл. Он меня видел, интересно? Ёпта. Дело снабжения, хранение, ставки руды. Понятно. Будь начеку. Выброс радиации и сингулярности превратил местных жителей в мутантов. Не попадайся им на глаза. Блин, я пытаюсь. Я же Ренко. Как Рэмбо, только Ренко. Ренко тоже нормально. Удивительно, никакой погони сзади за мной нету. Они совсем близко! Иди! Иди! Спалили меня, спалили. Нас было 12. Мы укрылись от взрыва сингулярности. Ну, какой мощный, да? Хотя этот Дигл не справился.
Это ты вовремя взял, молодец. Ох уж этот Ренко. Мы оторвались от чудовищ или просто им надоели. Сейчас мы в безопасности. Павел вывихнул лодыжку, мы боимся. Да ё-моё, ты можешь? В убежище нашли и шахматы. Домашняя атмосфера. Ой, ё-моё. Что за дигл такой тупой? Максимум боеприпасов на Валькирию, но самого оружия нету. Классно. Тут ничего нельзя сделать? Нет. О! Наконец-то. Блин, если занято, то так и скажи, что занято. Зачем руку-то трогать? О, дробаш. Все. Вот козел. Давай их одним разом. Такие агрессивные здесь все в России. Вчера смотрел лекцию В про... убежище находится устройство, известное как МВП. Его изобрел доктор Барисов, один из ученых, работавших здесь в 50-е годы. Не люблю, когда меня перебивают. Ну ладно. А куда бежать-то? Где спрыгивать? Или забираться? Началась стримерская тупость. Наверное, это у всех так. Когда становишься стримером, становишься тупым. О, вроде как здесь я не был. Нет времени! Они почти внутри! Нет, я не хочу так умереть! Прости меня! Козлов пишет, что много новых сотрудников. Согласно записям Мир-12, в этом здании есть секретный вход, ведущий к убежищу. Найди его. Найти секретный вход в катакомбы. Окей. Даже не знаю. Опа.
что такое? Попасть не могу, а? Какой-то большой разброс у дробаша. Не нравится мне. Все-таки. Ну да ладно уже. У испытуемых увеличилась плотность мышечной массы. Ну, нормально. Из ниоткуда. Нормальные пацаны. Так, на этом, наверное, первую часть мы закончим. По прохождению. Вторая начнется через 5 минут. Нет, я не хочу так умереть. Спасибо за просмотр. Увидимся.